Всем привет, дорогие друзья, с вами Даша, это канал Солнышко Плей, и прежде чем мы начнем, нам нужно погладить собаку. Good boy. Итак, в этом видео я расскажу вам, как пройти карту Бедлам, какие там есть головоломки и как их решить, но прежде чем мы начнем, нам необходимо добавить в экипировку обязательно 2 предмета, это соль и карманные часы. Отлично, выбираем карту и поехали. Итак, для начала нам требуется определить, что же это за призрак, и только после этого у нас появится возможность выполнять различные задания. Если мы сразу идем с вами к основному входу, то, к сожалению, мы обнаружим, что дверь туда закрыта, поэтому мы идем в обход. Но прежде чем мы с вами зайдем в основное здание, я рекомендую зайти вот в этот сарайчик, для того, чтобы забрать оттуда болторез и открыть очень приятную комнату. После того, как мы вошли внутрь, я рекомендую подняться вот по этой лестнице вверх и нашим болторезом разрезать цепи. В этой комнате каждый раз лежит разный предмет, подарок, который мы можем использовать. Далее все по старинке, ищем комнаты, ищем призрака, отмечаем улики и работаем над заданиями. Мой призрачек оказался подвальным, и я тут нашла, кстати, какой-то стул, решила в него залезть и проверить заодно, может быть, он меня не убьет, но, к сожалению, нет. Вот, кстати, можете посмотреть, как выглядит Буги. Его долго не видно. Это его отличительная черта. Если проводить аналогию с фазмофобией, то очень похож на фантома. Итак, прежде чем мы пойдем выполнять задание, я рекомендую вам выпить таблеточки, если была атака, потому что задания довольно долгие. Обязательно берем крест, обязательно берем соль и фонарь. Основные задания этой карты — найти кусочек пазла, разгадать головоломку с пазлом и, собственно, найти комнату призрака, где он погиб. Для начала нам необходимо найти картину с олеями, чтобы забрать оттуда кусочек пазла. Мне очень повезло, и картина была очень близко. Вот так она выглядит. Вот кусочек пазла. Забираем и идем в подвал. В подвале нас ждет небольшой стол именно вот с этой головоломкой. Здесь нам потребуется соль, потому что, ну, по крайней мере, мне точно, потому что призрак находится прямо в этой комнате. Мы рисуем вот такую вот круг защиты, и он нас не сможет съесть. Вот эту записку нужно обязательно прочитать, потому что в ней указана разгадка следующей головоломки. Здесь играем в пятнашки, быстренько решаем головоломочку и идем дальше. После того, как мы разгадали, открывается сундук, мы забираем ключ и отправляемся за карманными ключами, потому что без них мы выполнить следующую головоломку не сможем. Итак, сейчас я расскажу, как же нам пользоваться данными часами. Если мы перейдем с вами в раздел записей, это опять на J, назад и блокнот. Вот, у нас здесь появился раздел с той запиской, которую мы прочитали с вами в подвале. Нам нужен блок касаемо часов и паттерны, которые нужно будет использовать для прохождения головоломки. Каждому периоду времени соответствует свой шаблон прохода по коридору, вы увидите дальше. Паттерны я отображу тоже в видео, вам будет полезно. Итак, теперь нам необходимо дойти до той самой комнаты, где мы будем проходить этот сложный путь. Есть один небольшой нюанс. Если вы наступите на неправильную клетку, то вас ждет мгновенная смерть. Да. Вот так выглядит наша подсказочка. Ключом открываем дверь. Вот эти самые паттерны. Итак, заходим внутрь и смотрим на часы. Итак, наше время показывает от 2 до 3, 2 с лишним. Так, данное время соответствует паттерну А, часы между единичкой и 3. Пустые клетки отображают безопасный проход. Буква А — обозначение двери напротив. Но прежде чем мы пойдем дальше, я покажу вам оставшиеся паттерны.
Паттерны Е и F соответствуют паттерну А, но паттерн F я не советую проходить, потому что он вас убьет. Итак, мы с вами успеваем пройти по паттерну 1, то есть нам необходимо начинать с вот этой клетки и идем змейкой. Отлично. Проходим в комнату и теперь читаем записку, из которой нам становится понятно, что для того, чтобы совершить ритуал, нам необходимо найти несколько вещей. Первая — это изолента, вторая — это скальпель, и третья — 2 предохранителя. Очень важно, что время идиота и путь назад может поменять ваш паттерн, поэтому следите за временем и выбирайте правильный путь. Скальпель и изолента могут находиться абсолютно в любой комнате, абсолютно на любом месте, но предохранители могут появляться только вот в таких щитках. Здесь мы видим пример пустого щитка, в котором нет предохранителей. Таких ящиков по всей больнице, по-моему, около 5-6, поэтому не составит труда найти то, что нужно. Вот так у нас выглядит скальпель. Он довольно яркий, его видно. Точно так же, как и изоленту. Отлично, теперь нам осталось найти только 2 предохранителя и начать проводить ритуал. Вот как раз добрый призрачек подсказал нам, где находится один из предохранителей. Это вон та черненькая штучка. Забираем. Все, теперь мы готовы проводить с вами ритуал, поэтому возвращаемся обратно в ту комнату и не забываем про правильность хода. Смотрим на часы и смотрим безопасный маршрут. Итак, финалочка, дошли до финалочки. С вами сюда кладем нож, затем вставляем предохранители. Теперь для подсказки можем включить вот этот рычажок и посмотреть, в каких местах у нас порваны провода. И туда клеим изоленту. Ну и все, теперь мы готовы пожарить нашего господина и изгнать его из этого страшного места. Ну что ж, друзья, надеюсь, мое видео вам помогло. Если вам не сложно, то я была бы рада подписочке, комментарию, лайку, конечно же, если вам мое видео понравилось, и оно вам реально помогло. Спасибо большое за просмотр, и увидимся с вами в новых интересных гайдах и на стримах. Всем пока-пока!